Сегодня мы поговорим о главном ключе успешной жизни – уверенность в себе. Достигать своей цели, не заставлять себя, не сливаться на первых сложностях, говорить «нет», выстраивать личные границы, окружать себя только приятными людьми, жить своей жизнью, зарабатывать больше, брать лучшие условия жизни, побеждать депрессию и панические атаки на этапе их зарождения, рисковать, легче бороться со страхами, пробудить бесстрашие, нырять в интересный, но не полностью понятный путь к цели, брать больше ответственности на себя, не быть удобным, не быть используемым, заводить новые знакомства, убрать страх выступать на публике и ошибаться. Как так произошло? Он умен, талантлив, образован, но не уверен в себе. Плюс, ребята, сегодня бонусная практика, которая откроет вам глаза на самого себя. Канал саморазвития «Красная таблетка». Тема реально очень глобальная. Это нужно не понимать, а ощущать. И сегодня я постараюсь на словах передать вам эти ощущения. Мы встречаем много реализованных личностей без какого-либо образования и особых знаний. Как же происходит так? На своих консультациях я много встречаю потрясающих людей, которые сомневаются в себе и в своей силе. Ни компетенция, ни образование, ни талант, ни хрена не дадут такой потрясающей реализации и осуществления своих целей или мечт, как уверенность в себе. Для того, чтобы понять, как прокачать плотную уверенность в себе, в первую очередь нам необходимо увидеть, на каком этапе жизни мы теряем этот главный ключ к реализации. Жак Фриски упоминал в своих работах, что генетически человеку передается по большей мере его внешность, его биологические характеристики, а все остальное навязывается обществом. И теперь возникает вопрос: когда проще всего навязать человеку то, чем он не является? В детстве это единственный период жизни человека, когда он себе не принадлежит, когда его жизнь зависит от других, когда он все впитывает без остановки. Единственный инстинкт, который управляет нами, нашим выбором, нашими действиями, это инстинкт самосохранения. Ребенок не может постоять за себя, ребенок не может обеспечить свою жизнь, ребенок не может даже налить воды до определенного возраста. И инстинкт самосохранения говорит слушаться, держаться маму, папу, иначе умрешь. То есть все, что говорит мама и папа, принимается ребенком как законы физики или химии нашей планеты. То есть если нужно писать левой ногой, значит будем писать левой ногой. Если нужно есть суп в первую очередь, значит будем суп есть в первую очередь. Если мне говорят, что я тупой и бесталантливый, значит я тупой и бесталантливый. Если мне говорят мега-ракета, значит я мега-ракета. Программа выживания продолжается. Слушаем учительницу, чтобы получить хорошие оценки, потом жену, друзей, общество и так далее. И вот тут привычка, рефлекторная программа, матрица. Жить по правилам других, то есть доверять советам других, потому что они помогают выжить, как это работало с мамой и с папой. Не переключайтесь с этого видео, скоро практика. Слово «уверенность» говорит уже само за себя. Вера в себе и вера в себя. Неуверенность. Я верю другим больше, чем себе. Я делаю так, как говорят другие. Если кто-то мне говорит, что я делаю хрень, меня это расстраивает. Я останавливаюсь, так как для меня слово другого – это закон. Неуверенность в себе глубоко укоренилась в самом ядре ребенка, с каждым днем все больше укрепляя беспомощность и его слабость. И поэтому человек выбирает знакомый, понятный, безопасный сценарий. Работать на заводе как дедушка, выбрать стабильную зарплату, не высовываться, предлагать свои услуги за низкую цену, хотя ты можешь быть намного лучше, чем другие. Должно произойти здоровое взросление личности, и это не совсем про биологический возраст. Это про внутреннее самоощущение, которое необходимо прокачать в детстве. Уверенный берет ответственность за свою жизнь и достигает своих целей, несмотря ни на что. Обратите внимание, слово «несмотря ни на что». То есть ни одни обстоятельства, никто не может сбить его фокус по отношению к его цели. Он топит
несмотря ни на что, не отвлекаясь, не слушая, не останавливаясь на ошибках. А хочется запустить, масштабировать свой проект, бизнес, канал, влог, поднять цены, жениться, развестись, завести детей, построить дом, начать вообще любой проект. Мы боимся начинать или транслируем имитацию бурной деятельности. Страх – это сомнение, сомнение – это неуверенность, а неуверенность – это определенный опыт ситуации с детства, из-за которых фиксируются твердые убеждения в своей ничтожности, беспомощности, бесталантности и никчемности. То есть я меньше, хуже, недостойней других, вот у этих ребят получится, а у меня, точно нет. Существует большой список причин и ситуаций, которые формируют такие тормоза в нашем бессознательном. Уже в другом видео я рассмотрел их подробнее, как это работает, как это можно решить и почему это самое главное. Уверенность в себе. Детство. Одно видео без другого просто быть не может. Как только посмотрите это видео, общая картинка сложится намного лучше. Не переключайтесь с этого видео, скоро будет практика. Была ли у вас такая ситуация, когда вы отказывались от последнего хода в игре, зная, что вы и так проиграете, и после вас вашему другу выпадало число, которое могло бы сделать выигрыш вам? Мы отказываемся не из-за того, что у нас нету шансов. Мы отказываемся из-за того, что мы не видим эти шансы или не хотим видеть. Тут очень хорошо подходит цитата Генри Форда. Независимо от того, думаете ли вы, что можете, или вы думаете, что не можете, вы правы. Информационное поле, она же система, она же матрица, уверенность в себе объединила вместе с самоуверенностью, нарциссизмом и эгоизмом. Автоматически эту папочку уверенности переместили в папочку «плохо», нельзя использовать. Плохо, нельзя быть эгоистом, вокруг тебя людям неприятно, ай-яй-яй. Взрослых нужно уважать, нужно помогать, последнее отдавать. Я – последняя буква в алфавите. Толерантность, терпимость, равноправие – это ложь для рабов. Мы животные, мы живем по одному закону природы. Выживает сильнейший. Все. Посмотрите мое мощное видео про книгу, которая поменяла мое мировоззрение. А книга откроет тебе основную суть нашей человеческой природы. А теперь практика, ребята. Практика всегда очень полезна и познавательна. Сегодня вы познакомитесь с самим собой. Самое важное, чтобы вы мне доверились. Я хочу вас попросить, если вы смотрите сейчас меня на телефоне, переключите это видео на компьютер и поставьте телефон перед собой и включите видеозапись. Сейчас я буду диктовать вам фразу, которую вы будете проговаривать вслух на свою камеру. Как только вы услышите эту фразу, практика перестанет работать. Это нужно делать именно в самый первый раз, пока вы не знаете, что вы будете говорить. Сделайте это прямо сейчас, доверьтесь мне, запишите это видео прямо вот сейчас. Обязательно лицо, записывайте свое лицо, это очень важно. Я надеюсь, вы готовы и уже включили видео, и мы можем начинать. Повторяйте за мной фразу. Я хозяин своей жизни. Я не хочу жить по правилам чужих людей, которые их не соблюдают. Я хочу жить по правилам своей жизни. Я желаю, а значит, это по праву принадлежит мне. Я надеюсь, вы все успели, сделали и выполнили самое основное задание, это записали именно в первую секунду свою фразу, потому что если вы проговариваете это второй раз, то это уже совсем другие эмоции. Посмотрите на это видео, посмотрите, какие у вас эмоции, какая мимика, какие жесты, какое ощущение, какие мышцы работают, где зажато, где что. Если вдруг вы слишком избыточно улыбаетесь или наоборот очень сильно хмуро смотрите, опишите свои эмоции, какие были у вас эмоции. Вот вы смотрите сейчас со стороны на человека, который говорит какие-то слова. Верите ли вы ему или нет? Напишите это в комментариях, напишите, что вы видите. То есть человек уверен в себе. Какая эмоция, какая энергия, что излучается в процессе того, когда вы смотрите свое видео, когда вы говорите эти слова. В речи и в мимике мы можем увидеть своего внутреннего ребенка, как он себя ведет, робко, верит он в то, что он говорит. Может ли он туда пойти, в этот опыт? Обратите внимание, что говорит ваше лицо, и пишите все в комментариях. Мне не нужны правильные ответы на моих консультациях от клиентов. Мимика, язык тела говорит намного больше о человеке, чем он сам о себе.
Я это вижу, и я это считываю. Когда ты не уверен, ты не действуешь. Я сам был очень робким и прекрасно знаю, как сильно мешает это в реализации, даже если ты круто знаешь свою сферу. Прокачать уверенность в себе возможно. И более того, это единственное, что необходимо. Решение для тебя в описании под этим видео. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красная проблема».